Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как настроить симуляцию физики одежды для вашего персонажа, в том числе для персонажа MetaHuman в Unreal Engine 5.6, чтобы получился вот такой вот результат, чтобы вы могли использовать симуляцию физики в реальном времени для ваших персонажей. Вам понадобятся 3D ассеты, модели одежды, которые вы будете использовать. У меня подготовлен два таких ассета, это юбка и майка, да? И давайте начнем с самого начала. Нажимаем правой кнопкой мыши. В поиске сразу можно написать можно написать вот так вот, clove asset. И как-нибудь его назовем. Давайте мы назовем его CA, нижнее подчеркивание. Ну, давайте suit, да. Suit это костюм, ну или мы будем здесь использовать один ассет, chaos clove и для майки, и для юбки. Нажимаете два раза, открываете и давайте дальше будем работать. Можно удалить все, здесь все удалить. Если, конечно, вам интересно, можете поразбираться, что за что отвечает какая нода. Ну, мы тут пойдем с самого начала. Итак, давайте начнем. Перетаскиваем ваш static mesh. То есть, если у вас static mesh, то нужно будет кое-какие манипуляции дополнительно сделать. Если у вас skeletal mesh, то там чуть-чуть проще, там буквально на одну ноду, короче. Если вы перетаскиваете static mesh, из нее вытягиваете ноду static mesh import. Далее вам нужно привязать к нему веса, то есть превратить его в skeletal mesh, да. То есть здесь вытягиваете ноду transfer skin weights. То есть в предыдущем видео я показывал, да, что можно это сделать напрямую, то есть можно конвертировать static mesh в skeletal mesh, назначить ему скелет, переназначить там веса и так далее. Но можно это делать прямо здесь в Chaos Clove. И также здесь немножко более гибкие настройки для переноса весов. Может быть, вы видели в прошлом видео, как у меня вылетал движок, то есть это иногда связано с тем, что движок не может распознать, какие вершины, какие данные перенести. И из-за этого он вылетал. То есть здесь он не вылетает, он просто выдает ошибку, и если у вас ошибка тут, то вы можете поиграться с настройками и понять, в чем проблема. Здесь выбираете скелет, на который нужно ориентироваться, то есть точнее skeletal mesh, да. То есть мы видим, что здесь все перенеслось как нужно, никаких ошибок у нас нет. Далее, теперь, то есть вообще, в принципе, работа в этом редакторе заключается в том, что вы начинаете, ну, как правило, с левой стороны, ведете какую-то цепочку действий, и в конце это все дело заканчивается обычно chaos, так, сейчас найдем, clove asset terminal. То есть все, что вы подключите сюда, в конечном итоге будет у вас показываться в игре, если вы будете использовать персонажа в игре. Далее, что мы сделали? То есть мы взяли static mesh, взяли из него данные, привязали к нему веса, и далее, что нам нужно сделать, это покрасить те места, которые будут у вас симулироваться. Если вы нажмете на эту ноду, у вас здесь в viewport вы увидите ваш ассет, но в 2D виде, да, то есть это аналог, то есть UV-развертки, да. Если вам удобнее работать в трехмерном режиме, переключаете здесь на трехмерный режим и работаете здесь дальше. То есть здесь у вас слева панель инструментов, вы можете использовать, например, кисточку, чтобы рисовать, либо другие инструменты, да. Так, давайте мы вот так вот сделаем. То есть тут есть кнопки Clear All, очистить, если вы, например, хотите все сбросить, да, заново. Далее, давайте попробуем. Так, давайте сейчас заново зайду сюда. Берем кисточку. Тут есть два режима у кисточки, Smooth и Paint. То есть Paint это вы просто рисуете, Smooth это закрашиваете. И горячая клавиша для переключения этих режимов это клавиша A на клавиатуре. Но проблема в том, что даже когда вы просто перемещаетесь с зажатой правой кнопкой мыши и клавишами WASD, то этот режим также переключается. То есть не забывайте, что если вы вдруг налево подвинулись и у вас перестало рисовать, то скорее всего вы просто переключились на режим Smooth. То есть тут настройки довольно стандартные, можете сами посмотреть. То есть размер кисти, fall off, галочка, которая отвечает за то, что будет ли затрагивать ваша кисточка задние стороны, да, задние полигоны. Так, и также есть еще, ну и само значение, да, то есть, точнее, не значение, а сила этой кисти. И где-то должно быть именно, так,
Ну, давайте посмотрим вот так вот. Так, это сила, да. И еще должно быть где-то само значение, каким вы рисуете. То есть белым или черным, да? Не могу что-то найти, где-то потерял. А, вот, value, да? То есть если вы ставите 0, то вы закрашиваете. Давайте силу поставим на максимум. То есть вы стираете. То есть вы рисуете значение 0. Если вы ставите attribute value 1, то вы рисуете значение 1. То есть, по сути, это вы рисуете черно-белую маску, где 1 это белый цвет, 0 это черный цвет. Давайте все сотрем, я покажу второй инструмент, который, скорее всего, вы будете использовать чаще всего. Это градиент. Им нужно уметь пользоваться. То есть сначала вы берете, выделяете мышкой те зоны, которые не участвуют в симуляции, например, 0. А потом зажатым контролом вы выделяете те зоны, которые должны участвовать в симуляции, то есть этим вершинам будет задано значение единица. И у вас получается плавный такой градиент, то есть от 0 до единицы. То есть получается, эта часть у вас не будет симулироваться вообще, это будет симулироваться максимально, а промежуточные вершины будут симулироваться, ну, по чуть-чуть, да? Так, ну, на самом деле я не хочу, чтобы майка симулировалась, то есть мы ее просто привяжем к скелету, и я хочу здесь сделать только, чтобы у нас работала симуляция для юбки, поэтому юбку я также сюда перетаскиваю, делаю все то же самое, static mesh import. Так, далее идем transfer skin weights, и вот здесь вот именно на юбке у меня выходит ошибка, по каким-то причинам движок не распознает, что именно нужно переносить, какие именно данные. И я поигрался здесь настройками и понял, что на самом деле здесь есть два режима. Трансфер метод — это input weights и closest point on surface, то есть ближайшая точка. То есть этот метод самый простой, но он не совсем точный. Он просто берет самую ближайшую вершину кости, точнее не кости, а к вашему мешу, который вы здесь выбрали, да, в качестве основы, и перетаскивает вершины. Способ рабочий, но не всегда точный. И я понял, что на самом деле здесь виновником была именно эта настройка Normal Threshold, то есть максимальное отклонение углов нормалей от этого меша скелетала до этого. Если его выкрутить на максимум, то есть это значение, скорее всего, будет полностью игнорироваться. Ну, давайте, я здесь на самом деле еще не выбрал Skeletal Mesh, давайте я его выберу, покажу, что ошибка остается, если оставить стандартное значение, да. Теперь мы выкрутим этот параметр на 180, и теперь никаких проблем нет. Далее, точно так же давайте здесь вытаскиваем weight map. Настроим. Теперь вот здесь я точно хочу уже, чтобы эта юбка симулировалась. Я выбираю инструмент градиент. Верхние зоны у меня не будут симулироваться вообще, а нижние с контролом выделяем, они будут симулироваться уже максимально. И еще один нюанс. Вам нужно здесь у weight map в поле name вписать max distance. Это нужно будет для того, чтобы использовать одну из следующих нот. И здесь, и здесь. Ну, здесь мы симуляцию настраивать не будем, но все-таки напишем это имя. Далее, теперь, что мы делаем? Мы теперь вытаскиваем отсюда ноду, которая будет нам задавать настройки симуляции. Пишите вот такое вот слово, либо default, либо полностью simulation default config. То есть здесь, в этой ноде, хранятся настройки симуляции ткани, как именно она будет симулироваться. Чуть позже вернемся. Давайте пока просто заставим все работать. Дальше вытаскиваем ноду max simulation max distance config. То есть теперь эта нода отвечает за то есть как бы множитель, да, симуляции. То есть если вы поставите все на 0, у вас симуляция работать не будет вообще. Здесь нужно показать все параметры. Нажимаете на плюсик. У вас здесь появилась вот такой пин, да, и вы берете этот weight map и подключаете его сюда. Далее, давайте пока просто подключим это к Asset Terminal. Так, давайте смотреть. Так, я не вижу нашего. Давайте мы закроем, откроем заново. Так, это у меня уже был тот, который я создавал.
потом к нему вернемся, чтобы посмотреть настройки, и я их, скорее всего, просто скопирую. Вот, у нас здесь появилась в випорте наша юбка. Теперь мы видим, что она симулируется кое-как, да? То есть она просто тупо повисла в воздухе. Теперь, для того, чтобы объединить две вещи в один asset, close asset, нам нужно вызвать ноду merge collections. И теперь эту ноду соединяет. То есть вы можете соединить здесь 1, 2, 3, 4 коллекции и так далее. И все это дело подключаете потом в Clove Asset терминал. Теперь мы видим, да, что у нас появилась тут и майка, и юбка, да. Теперь можно перейти во вкладку Preview Details, то есть настройки Preview, да, и вы можете подключить здесь Skeletal Mesh, который будет у нас здесь в качестве превьюшки, да, то есть, как правило, это тот персонаж, на котором вы настраиваете симуляцию. В нашем случае это вот такой вот персонаж. Обратите внимание, да, теперь, что симуляция хоть и работает на юбке, но она не учитывает нашего персонажа. Дело в том, что нужно также подключить данные о том, с чем будет сталкиваться одежда. За это отвечает нода setPhysicsAsset. setPhysicsAsset. И вот так вот переподключаемся. И теперь нам нужно выбрать здесь PhysicAsset. То есть это набор примитивов, да, которые двигаются вместе, например, с вашим персонажем, а в который будет сталкиваться одежда, и будет у вас работать симуляция физики. То есть здесь выбираете, ищите, который у вас привязан к вашему вот этому skeletal mesh. Допустим, вот выберем стандартный. Теперь мы видим, да, что кое-как юбка теперь реагирует, да, на наши ноги, на туловище. Но мы видим такой вот не очень приятный артефакт. Дело в том, что если вы перейдете в этот Physics Asset и откроете его, посмотрите, у нас, когда вы компилируете, например, MetaHuman, он автоматически создает Physics Asset, и на самом деле здесь примитивы иногда немножко грубо расставлены, и они расставлены так, что при симуляции физики у вас одежда будет выпирать в этих местах. Вот как раз здесь виновник вот эта капсула, которая относится к Spine 02. Вы можете поступить разными способами, то есть вы можете просто отредактировать этот Physics Asset, то есть сделать капсулу поменьше, подвинуть, вообще ее убрать, и периодически посматривать, что происходит здесь. То есть, например, если я сейчас сделаю ее поменьше, вот так, теперь здесь есть такая кнопочка, как Hard Reset, да, Simulations, то есть мы сбрасываем анимацию, симуляцию точнее, и мы видим, да, что теперь здесь она уже как бы не проваливается сильно, но проблема в том, что теперь она начала проваливаться через туловище, да. То есть, конечно, нужно с этим работать, то есть вы можете настроить создать свой собственный кастомный Physics Asset, что я и сделал, то есть вы можете просто его продублировать и открыть, создать, например, другой, да. Например, если мы откроем сейчас там, где я работал, я закрыл, да, эту вкладку уже. Ну, хорошо, давайте выберем какой-нибудь другой Physics Asset. То есть, например, вот этот. Этот был не очень удачный, то есть я здесь очень много сделал примитивов, и теперь юбка становится вот такой вот бугристой, да. Давайте выберем другой. Чуть-чуть получше, но тоже, да, такие вот получились. Вот мы видим вот раз шарик здесь, 2, 3, 4. Они все наслаиваются друг на друга, и получается, да, как будто какой-то целлюлит. И вот этот вроде бы у меня был немножко получше. То есть тут я убрал мелкие самые шарики и оставил только самые такие большие. Вот примерно вот так он выглядит. Это я закрою. То есть видите, да, что я поудалял стандартные и создал кучу новых, и которые, как по мне, больше повторяют контуры тела, да. Но, конечно, чем больше вы их поставите, тем сложнее будет движку просчитывать столкновение. Теперь мы видим, да, что здесь уже более-менее получилось, ничего не проваливается. И теперь в Preview Details также можно, давайте это закроем пока, настроить анимацию, да, то есть какая будет воспроизводиться в вашем превью окне. Давайте попробуем выбрать какой-нибудь, пишем walk, например, анимация ходьбы вперед, найдем, которая у нас отвечает за анимацию ходьбы. Так, это у нас влево. Так, это назад. Это налево. Вот она у нас анимация ходьбы вперед. И теперь вы можете запускать здесь анимацию.
и смотреть, как будет выглядеть ваша анимация, да, то есть при стандартных настройках, вот здесь, которые заложены, Simulation Default Config, ваша, например, вот юбка будет выглядеть вот таким вот образом. Как видим, да, что не совсем, может быть, вам нравится результат, но в целом, если, например, вам особо не нужно заморачиваться, да, над тем, чтобы это получилось максимально реалистично, то вы, в принципе, можете оставить дефолтные настройки, да, но вы можете с ними поиграться. И давайте, я не буду сейчас по всем прям настройкам детально проходить, я скажу только самые важные, на мой взгляд, которые действительно влияют на на результат. Так, во-первых, спускаемся пониже, находим такую вкладку Animation Properties, и тут есть два поля: Animation Drive Stiffness и Animation Drive Damping. За что отвечает первое? То есть у него есть два значения, Low и High. То есть High — это обычно всегда единица, то есть максимальное влияние, да? Точнее, не влияние, то есть вообще этот параметр дословно, если переводится как в степень стремления вашей одежды к заложенной анимации. То есть если вы поставите единицу, то она будет полностью повторять ту анимацию, которая у нее заложена, и полностью игнорировать всю симуляцию физики. Если вы поставите диапазон нижнюю границу чуть ниже, то частично она будет у вас симулироваться. То есть чем ниже вы ее поставите, эту нижнюю границу, тем сильнее она будет симулироваться у вас, да? Вот. Я рекомендую обычно ставить где-то вот... Ну, необычно, это, конечно, все зависит от вашей одежды, да, от количества полигонов и так далее. Ну, лично я именно на этом примере ставлю где-то вот 0.2, 0.3, вот так. Следующий параметр — это Anim Drive Damping. То есть это насколько сильно может ваш ассет деформироваться, именно, как бы вам сказать, менять свою изначальную форму, да, то есть именно сжатие, сгибы и так далее. То есть если мы по умолчанию ставим 0.1, то она у вас будет полностью зависеть от симуляции физики. По аналогии с этим параметром. Если вы поставите чуть больше, то вы заметите, что, например, эта юбка больше сохраняет свою изначальную форму, да, то есть вот эти вот складки, то есть видите, они как бы стараются остаться в изначальном положении. То есть если я поставлю единицу, то практически видите, да, что юбка не гнется. Вот такой результат. Ну, конечно, не очень тоже правильно, да, то есть лучше, конечно, ставить где-то вот тоже 0.2, допустим, давайте поставим, и здесь тоже где-то вот 0.2. Теперь мы видим, что уже как-то она, во-первых, не сильно разлетается, но в то же время она симулируется, но в то же время остаются вот эти вот складки, да, которые изначально были смоделированы. Далее, следующий параметр, это у нас есть, так, pressure, давление, да, то есть насколько сильно будет у вас одежда как бы надуваться изнутри. То есть если вы поставите сейчас единицу, то она у вас прям раздуется, скорее всего. Нет, это у нас не... За это отвечает верхняя граница, да? То есть давайте пока вот поставим сюда. Давайте поставим 5. Так, пока не хочет. Давайте еще раз обновим. Давайте поставим вот здесь вот на 3. Ну, в общем, да, здесь играете с настройками, то есть нижнюю и верхнюю границу. То есть если я поставлю 3, то мы видим, что она как будто бы надувается изнутри, становится больше такой, как похоже на пуховик, да? Это, кстати, этот параметр поможет вам избавиться от такой проблемы, когда у вас юбка будет сильно прям обтягивать, то есть она стремится как бы сжаться и прижаться к туловищу, да, на котором она симулируется к этому Physics Asset. Но тогда у вас будут выпирать все прям вот эти шарики, капсулы и так далее, сферы. Если вы не хотите такого вот эффекта, да, то можно немножко повысить эти настройки, этот параметр pressure, то есть слегка его поднять здесь. То есть юбка становится как бы такой, немножко раздувается, да, и уже она не так плотно облегает прям вот эти капсулы все. Так, и следующий параметр, еще один, это масса. То есть по умолчанию она равняется 0.35. То есть чем больше вы поставите массу, тем тяжелее как бы становится юбка, и она не так сильно на нее влияет, например, гравитация, да. То есть если вы поставите 0, то она будет больше у вас разлетаться, подлетать, например, при ходьбе, прыжках, беге. Если вы поставите единицу, она будет уже не так сильно разлетаться, да. То есть можно слегка поднять. Дальше тут еще можете, конечно, поиграться со всеми настройками. То есть я теперь поставлю на паузу, найду тот ассет, который я делал до записи этого видео. Это вот он, по-моему, здесь у нас.
И я просто скопирую эти настройки. Вот она, эта нода. То есть я ее скопирую, поставлю сюда. Переподключу. Ну и, конечно, покажу вам эти настройки, чтобы вы могли подсмотреть. Если хотите, можете их использовать. То есть... Так. Ну ладно. Тут бывают такие ошибки иногда в редакторе. Вот теперь вот так вот выглядит эта симуляция физики. Так, что-то, да, не очень, да, совсем? Так, давайте я просто значения посмотрю, какие я тут использовал. Так, у нас тут... Так, масса стоит максимальная, единица. Также у нас тут стоит дампинг коэффициент. Тоже покажу сейчас, на что он влияет. Так, тут у нас 0,2, 0,3 и pressure по единицам, да? То есть давайте я просто сюда это переподключу. Так, поставим массу на максимум. Давайте пока поставим на паузу. Так, здесь ставим, да, единицу. Здесь единицу. 0,2. Давайте здесь поставим 0,3. Так, 0,25. Давайте посмотрим. Так, и теперь покажу сейчас параметр, который... еще один у нас есть параметр, это дампинг коэффициент. То есть этот коэффициент, если наведетесь на этот параметр, увидите подсказку. Но в двух словах, то есть это чем больше это значение, тем медленнее будет у вас двигаться юбка и как бы может оставлять как бы как шлейф, да, то есть, например, вы подняли ногу, юбка у вас потом опустили, юбка поднялась и должна упасть. Чем выше этот параметр, тем медленнее она будет падать. То есть если я поставлю сейчас, допустим, вообще 1, то есть, видите, как бы такой заторможенный эффект. То есть я остановил симуляцию, она еще в воздухе падает, да? То есть тут прямо в подсказке написано, что не рекомендуется использовать большие значения, а обычно они используются такие небольшие, десятые. То есть теперь юбка как бы будет немножко зависать в воздухе, да? Чуть-чуть. То есть такой как бы немножко воздушный получился эффект. Так, что у меня тут проблема какая-то, да? Так, ну и давайте я еще раз посмотрю, какие тут настройки у меня. 0.25, 0.35. Ну, давайте такие же поставим. Тоже 0.35. Так, ну и, в общем, настраивайте. Делайте, как вам надо. Экспериментируйте. И в конце концов это все дело подключаете в Clove Asset Terminal. То есть если вы не используете Merge Collections, то у вас тогда будет только один элемент одежды. То есть отдельно вам нужно будет делать для юбки, отдельно для майки и так далее. Теперь, что делать с этим ассетом? То есть у нас есть теперь вот такой вот получился ассет. Вы напрямую добавляете его просто к игровому персонажу, если вы хотите им играть, и запускаете игру. То есть давайте найдем blueprint персонажа. Так, где у нас он? Открываем папку MeetHumans. Вот у нас тут BP Sarah Character. Вот мы видим, да, что здесь у меня уже есть вот этот Clove Asset. То есть здесь выбираете ваш mesh, нажимаете Add, пишите Chaos Clove Component. Вот, допустим, вот такой, да. И здесь спускаетесь ниже, находите поле Asset и назначаете его сюда. Вот он у нас продублировался. Ну, на самом деле, точно такой же, как и был. Здесь вы также можете назначить материалы, которые нужны. Так. Найдем сейчас. Так, давайте скомпилируем. Давайте найдем просто в поиске. Так, вкладка Materials. Почему-то я ее так не заметил. Ну вот она у нас прям в самом верху есть. То есть тут назначаете материалы, которые хотите, чтобы использовал ваш Chaos Asset. То есть по умолчанию они могут быть те, которые привязаны к вашим статик или skeletal mesh, но вы можете их здесь переназначить. Теперь я могу просто удалить какой-то из этих ассетов.
Они у меня практически идентичные. Забываю, да, про эту ошибку. И все, то есть здесь в World Settings, в Game моде, не забывайте, чтобы у вас был здесь привязан ваш character. Запускайте игру и увидите, да, что у вас теперь в реальном времени симулируется ваша одежда. Так как мы увеличили параметр dumping, то есть у нас теперь, во-первых, юбка немножко заторможенно двигается, во-вторых, из-за того, что мы поменяли настройки массы, также она у нас не так уж сильно разлетается. И, кстати, не показал еще один параметр. Так, это вот здесь вот, да. Max Distance Config. То есть теперь, когда мы уже почти все закончили, осталось только вернуться к этой ноде, и у нас тут есть значение от low до high, то есть 0 и 100. То есть если вы ставите 0 и 100, то у вас полноценно идет симуляция физики. Но если вы, например, поставите здесь 0, то у вас анимация не будет проигрываться вообще. То есть это как бы у нас как множитель, да, в процентном выражении. То есть насколько сильно у вас все эти настройки будут, вот этот weight будет влиять на вашу ткань. То есть если вы здесь где-то нарисовали белым цветом, да, это получается единица, но потом здесь поставили максимальное значение на 50, то она превращается у вас в 0,5, то есть будет только наполовину симулироваться эта одежда. То есть если вы хотите, чтобы она у вас не сильно прям разлеталась, да, там, допустим, можете поставить, ну вот 80% максимум. Ну и здесь минимум можно тоже там 30 сделать. Ну, да, что-то у нас тут какая-то проблема произошла. Давайте еще раз заново. Так. Точнее, это не как множитель идет, это как clamp, да, то есть он все значения к минимуму 30 переводит и к максимуму 80, да. То есть давайте 0 вернем минимальный, а здесь оставим, ну, например, 80. И тогда у нас будет вот примерно вот такая симуляция. Давайте немножко даже массу еще немножко поменьше сделаем, чтобы посмотреть. Вот так вот сделаем, да? Давайте так. Ну и теперь немножко больше будет симулироваться юбка. Может быть, дампинг немножко ей поменьше сделать, да? То есть она, как будто, видите, немножко заторможена, как бы отстает, да, немного от физики. Давайте дампинг тоже чуть поменьше сделаем все-таки. Найдем, так, где у нас дампинг. Давайте поставим 1/100, ой, точнее 0,05. Ну, не прям сильно видно отличия, но в целом, если поиграете с настройками, поймете. Также не забывайте, что если у вас одежда однослойная, то при симуляции, например, если у вас юбка разлетится, да, вверх улетит, то если вы посмотрите снизу, она у вас станет прозрачной, а если у вас в материале не включен параметр two-sided, да, двухсторонний материал. Используйте этот параметр с умом, то есть не на всех материалах, а только там, где это действительно нужно, так как это дополнительно нагружает систему. То есть, как вариант, просто создать отдельный мастер материала для таких вещей, где нужна именно двухсторонний материал, где нужно. Не забывайте использовать материал инстансы. Ну и в целом на этом можно сказать, что все. То есть самый главный показал, как пользоваться Cloth Asset. То есть вы можете взять любой static mesh, превратить его в skeletal mesh, настроить ему симуляцию физики и повесить его на вашего персонажа. И потом просто можете переключаться, в том числе программно, между одеждами, да. То есть нажмете какую-нибудь кнопочку, у вас один Cloth Asset, этот Chaos Cloth компонент, да, поменяется он другой и так далее. В следующем видео, я думаю, что можно будет дальше развивать тему одежды. Пока еще не придумал, но вы можете в комментариях написать, что вам интересно, и предложить ваши идеи насчет следующих видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, это очень помогает продвижению канала. И до встречи в следующих видео.